Всем привет! Сегодня хочу показать вам простой способ имитации коры дерева. Беру картон подходящего размера и чтобы был он не очень плотный, чтобы можно было его согнуть. На центральной части буду делать имитацию дерева, а края к ним буду приклеивать заднюю стенку. И также вырезала картон на 2 сантиметра уже, 2-1,5 можно. Это будет задняя стенка, и к ней будем приклеивать саму основу. Если вы желаете сделать более округлый ствол дерева, то отрезайте от задней стенки, делайте лужи не 1,5-2, а 2,5-3 сантиметра. Клеить буду обе стороны на горячий клей. Получилась округлая заготовка. Далее понадобятся простые полотенца бумажные или туалетная бумага. Неправильно выразилась, не простые, а самые дешевые. И сейчас покажу разницу в бумаге. Это простая бумага, ее спрыскаю водой. Обильно спрыскиваю, как видите, ничего не происходит. Бумага остается ровной. А эта бумага серая, она очень рвется, тонкая, но смотрите, какой результат. При намокании сразу появляются складки. Эта бумага нам подходит. И бумажные полотенца также дешевые. И то же самое. При смачивании появляются складки. И эти два варианта нам как раз подходят. Также есть в продаже бумага серая, но она более грубее, с нее складки не получится. Клей ПВА слегка развела водой и смазываю основу. И затем прикладываю бумагу. Сейчас покажу, как сделать незаметными края бумаги. Лист бумажного полотенца рву на 4 части. Приклеиваем так листы, чтобы рваные стороны перекрывали ровные. И если делать только из больших листов, то на середине получится на соединение такой бугорок немаленький. Вот как видите, этот ровный срез прикрываю рваным и промазываем хорошо. И таким образом край бумаги у нас уже не заметен.
еще покажу один вариант, как можно приклеить листы. У меня пустой бутылек, я в него залила клей ПВА с водой. И спрыскиваем. И с помощью кисточкой соединяем края. Я сделала 6 слоев бумаги, и этого, я думаю, достаточно. Уже похоже на кору дерева. И оставляем все до полного высыхания. Все просохло, и хочу закрыть пустоты, сделать имитацию спила. Выступающую бумагу также загибая, приклеиваю на горячий клей. И далее буду окрашивать. Коричневой краски добавила черной. Получился цвет ближе к махагону коричневому. Чтобы легче прокрасить, краску сделала не очень густую, так как много углублений. Надо все прокрасить хорошо. Оставляем до полного высыхания. И далее все выступающие места буду выделять, добавляя коричневой, охру коричневую. И так постепенно, добавляя светлую краску, буду переходить от темного к светлому. Решила еще добавить красного немного к коричневому. И с помощью готовой шпаклевки хочу попробовать сделать спил дерева. Наношу тонким слоем. Затем, зажав кисточку снизу, делаю ее более шире и процарапываю. Когда шпаклевка подсохнет, также окрашиваю сначала темной, потом светлой. И излишки буду стирать влажной салфеткой.
Далее буду все покрывать акриловым лаком. Лак у меня полуглянцевый. Буду покрывать 2 раза с промежуточной просушкой. После высыхания лака приклеиваю жгутовую нить на полимерный клей и отрезком обоев закрываю заднюю стенку. И еще хочу показать вариант, как можно делать, не закрывая верх и низ. Заднюю стенку просто вырезаем снизу больше. И ее уже не видно, когда она висит на стене. Жгутовая нитка просто приклеена картоном. И обои не наклеены, а просто все покрыто лаком. Спил дерева сам по себе уже красивый получился, но можно добавить декор в виде искусственных цветов. Можно добавить также искусственную зелень. Ветки папоротника очень красиво посмотрелись. Но я это все показываю для примера. Также ромашка белая, но у меня нет ее на данный момент. Тоже неплохо бы смотрелась на темном. Я хочу сделать сухоцветы гелихризиум. У меня их много осталось. Очень красивые, разная расцветка. Из зелени, я думаю, неплохо они будут смотреться. И добавлю еще искусственную зелень. Но перед тем, как приклеивать всю эту красоту, я еще раз покрою лаком, но уже яхтным. И затем покажу результат, что у меня получилось. И в итоге вот что у меня получилось. Я их сделал не одну и не две. После покрытия яхтным лаком на коре появился слегка оранжевый оттенок. В конце ролика покажу, куда они были предназначены. А если вам это видео понравилось и было полезным, ставьте лайк, пишите ваши комментарии и не забывайте подписаться на канал. Всем отличного настроения и до новых встреч. Всем пока!